С вами доктор Кострик. Спасибо всем, кто нас смотрит. Напоминаю, что плейлисты помогут вам сократить время поиска нужной вам информации. А тема сегодняшней нашей встречи — инфекционный мононуклеоз. Инфекционный мононуклеоз — острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и характерными изменениями состава крови. Инфекционный мононуклеоз — это инфекционное заболевание, носящее также еще несколько названий, как болезнь Филатова, вирус Эпштейн-Бара, моноцитарная ангина, доброкачественный лимфобластоз. Врачи часто попадают в ловушку осмотра горла и не могут отличить одно заболевание от другого. Нет, они прописывают антибиотики от ангины на ходу. В результате у больного не наступает улучшение, только через 7-10 дней появляется пятнисто-папулезная сыпь по всему телу. Мононуклеоз может напоминать ангину, фарингит или другую респираторную болезнь. Поэтому важно не заниматься самолечением, а вовремя обращаться к доктору. Инфекционный мононуклеоз — это заболевание, вызываемое вирусом Эпштейна-Бара. Этот вирус принадлежит к очень надоедливому семейству вирусов герпеса, которые очень часто атакуют людей. Вирусы герпеса вызывают, среди прочего, герпес, ветряная оспа, опоясывающий лишай, герпес, то есть простуда на губе, и трехдневную лихорадку. В зависимости от возраста человека, генов и эффективности иммунной системы заболевание может протекать бессимптомно, проявляться полными симптомами или иметь осложнения. У детей младше 12 лет заражение вирусом Эпштейна-Бара обычно не вызывает симптомов или может протекать как обычная простуда. У большинства людей в возрасте от 12 до 25 лет болезнь проявляется довольно типично, специфически. Эта группа болеет чаще всего. Инфекционный мононуклеоз редко встречается после 40 лет. Более 90% людей контактируют с вирусом до того, как это произойдет. Итак, вирус Эпштейна-Бара передается со слюной. По этой причине одно из английских названий инфекционного мононуклеоза — болезнь поцелуев. Передача вируса также происходит при совместном использовании стаканов, чашек, столовых приборов, зубной щетки, питье из одной бутылки и в любой другой подобной ситуации, когда он вступает в контакт со слюной инфицированного человека. Например, дети берут игрушки в рот других детей. Кроме того, заражение может происходить воздушно-капельным путем при острых симптомах. Это половым путем, вертикальным путем от больной матери к плоду и при переливании крови. В инкубационный период человек становится заразным и может заразить другого человека мононуклеозом примерно через 2 или 7 недель после того, как заразится сам. Он может оставаться заразным в течение длительного времени, в течение многих месяцев, а в редких случаях и в течение всей жизни. Могу ли я болеть мононуклеозом несколько раз? Часто задаваемый вопрос. Один раз в жизни вы заболеете мононуклеозом. Во время инфекции иммунная система вырабатывает антитела, которые обеспечивают длительный иммунитет. Сообщалось о единичных случаях рецидива мононуклеоза, но это происходит крайне редко. Как же развивается болезнь? Инкубационный период — время, необходимое для развития болезни от воздействия самого вируса, составляет от 2 до 7 недель. После того, как человек, не обладающий иммунитетом, контактирует с зараженной слюной, вирус проникает через стенку горла к лейкоцитам, а затем распространяется через лимфу, циркулирующую по всему телу через лимфатическую систему. Лимфатическая система — это система сосудов и протоков, по которым лимфа циркулирует в организме человека. Подобно
крови в системе кровообращения. Кроме того, лимфатическая система включает селезенку. Это орган, расположенный за нижними ребрами в левой части эпигастрия. Он помогает вырабатывать антитела для борьбы с инфекцией. Миндалины, то есть глотка, лимфатические узлы и тимус. Он необходим для иммунной системы. Проходит несколько недель, прежде чем вирус размножается и начинает работать должным образом. Когда это происходит, лимфатическая система вступает в борьбу с нарушителем и появляется уже характерная симптоматика, такая как лихорадка, увеличение лимфатических узлов и селезенки. Симптомы инфекционного мононуклеоза следующие, кроме всего этого. Еще беспокоит больного утомляемость, недомогание. Возникает у большинства пациентов. Это может быть тяжелым и продолжаться долго. Для 1 из 10 человек до полугода. Грибоподобные симптомы, лихорадка в 90% случаев это 38-39 градусов и держится до 2 недель. Озноб, потливость, мышечные боли, головная боль, потеря аппетита, боль в горле обязательно будет. Степень тяжести боли в горле может варьироваться от легкой боли до самой сильной боли. Такая боль может сделать невозможным говорить и глотать. Человек боится глотать слюну, она выходит через рот. Боль постепенно усиливается в течение нескольких дней. Наибольшая интенсивность между 3-м и 5-м днем болезни и длится дольше, чем при ангине или простуде. Горло краснеет только у 1 из 3 людей. Наблюдаются увеличенные миндалины. Они могут быть размером с мяч для пинг-понга и сходиться посередине. Миндалины покрыты кремовым налетом. В 60% случаев на небе появляются петехии. Это крошечные пурпурно-красные пятна диаметром 1-2 мм, которые исчезают в течение 3-4 дней. Лимфаденопатия. 100% случаев, то есть увеличенные и болезненные лимфатические узлы. Значительное увеличение лимфатических узлов, расположенных в передней части шеи и под углом челюсти. Иногда увеличиваются лимфатические узлы в подмышечных впадинах и в паху. Увеличенные узлы показывают, что ваше тело принимает меры для борьбы с вирусом. Нет лимфатических узлов, которые нельзя было бы увеличить при мононуклеозе, к сожалению. Увеличение селезенки также наблюдается у 1 из 2 случаев. Селезенка — это тот орган, который расположен, я говорила, под ребрами на левой стороне живота. Как и лимфатические узлы, она увеличивается в размерах при этом заболевании и может ощущаться ниже реберной дуги. Наибольшего пика она достигает в начале 2-й и 3-й недели болезни. Она начинает уменьшаться через 7-10 дней. В редких случаях может вызывать легкую боль в верхней части живота с левой стороны. Отечность вокруг глаз. Также 1 из 3 случаев. Появляется в начале заболевания и быстро исчезает. Помимо отечности вокруг глаз и отека век также может возникать боль в глазах, увеличение печени в 10-15% случаев. Боль в верхней части живота за ребром справа, сыпь 5-10% случаев. Обычно сильно пигментированная, пятнисто-папулезная, не чешется. Она появляется на туловище и конечностях чаще. Это может произойти из-за инфекции или быть спровоцировано приемом антибиотика, например, амоксициллина, почти у всех пациентов, проходящих лечение. Внимание, могут быть и осложнения. И какие же могут быть тревожные симптомы при этом? Одышка. Увеличение лимфатических узлов и чаще миндалин небольших, таких, да, но все-таки они небные и глоточные миндалины, да,
но приводит к нарушению проходимости дыхательных путей, что может вызвать одышку различной степени. В этой ситуации вводят стероиды из-за их противовоспалительных и противоотечных свойств. Боль в животе может также возникнуть. Внезапная сильная боль в животе в левом подреберье может быть вызвана разрывом селезенки. При инфекционном мононуклеозе разрыв селезенки встречается один случай на 1000 пациентов и чаще всего связан с травмой. Разрыв селезенки не является экстренной ситуацией, которая возникает только при мононуклеозе. Следует помнить, что у здорового человека под воздействием сильной травмы также может произойти разрыв области левого подреберья, то есть селезенки. В связи с тем, что селезенка при мононуклеозе гораздо более склонна к разрыву, рекомендуется избегать падений и занятий контактными видами спорта в течение 4-6 недель. То есть это время, необходимое селезенке, чтобы вернуться к своему нормальному размеру. Если селезенка разрывается, это опасное для жизни состояние, может быть внутреннее кровотечение и требует немедленного обращения в отделение неотложной помощи. Желтуха возникает примерно в 5% случаев. Это связано с гепатитом. Появление пожелтения кожи всего тела и белков глаз требует каждый раз делать печёночные пробы. Помимо описанных могут возникать и другие очень редкие осложнения. Гемолитическая анемия, менингит, тромбоцитопения и так далее. Симптомы мононуклеоза могут быть очень похожи на симптомы других вирусных инфекций. В таких случаях бывает сложно поставить диагноз только на основе обследования и медицинского осмотра. Затем выполняют лабораторные тесты, такие как анализ крови с мазком, маркеры воспаления соя, реактивный белок может быть высоким, тесты печени, да, это АЛТ, АСТ. Более того, можно проверить наличие гетерофильных антител. Тест на эти антитела называется тестом Пола Баннелба. Делать это имеет смысл только на 2-й неделе болезни. Если сделать раньше, результат может быть ложно-отрицательным. У человека мононуклеоз, но организм еще не выработал антител. Если ваш врач подозревает мононуклеоз и ваш первый тест на антитела отрицательные, рекомендуется повторить его через 7-10 дней. Если антитела дважды отрицательные, следует подумать о другом заболевании, например, цитомегаловирусе или токсоплазмозе у беременных, например. Это часто бывает. Мазок из зева не рекомендуется. Дифференциальный диагноз инфекционного мононуклеоза и других заболеваний с похожей симптоматикой также нужно проводить. Мононуклеоз трудно отличить от других простудных заболеваний, особенно от ангины. Ангина — стрептококковый фарингит и танзилит. Надо дифференцировать с ней. Значит, что тут будет? Увеличенные подчелюстные и передние шейные узлы. Печень и селезенка не будет увеличена, но возможны боли в животе. Обычно повышается температура до 39-40 градусов, горло сильно покраснело, жжение присутствует, налет на миндалинах часто выглядит так, будто сыр выдавливается через наперсток. Белые пятна круглой формы размером несколько миллиметров на небе, но не кремового цвета. Пациент с мононуклеозом ослаблен, но все еще может ходить. Больной же ангиной лежит в постели, и у него нет сил встать. Он горячий, в поту. При сборе анамнеза контактировал с человеком, который несколько дней назад болел ангиной. Но главное отличие от ангины при мононуклеозе будет насморк и заложенность носа, а при ангине его нет. Есть даже поговорка у докторов: стрептокок боится соплей,
однозначный дифференциальный диагноз лакунарной ангине при подозрении на мононуклеоз можно ставить только после получения результатов анализа крови. При инфекционном мононуклеозе в крови обнаруживается большое количество мононуклеаров и плазматических клеток. В 2-3% случаев мононуклеоз сосуществует со стрептококковой ангиной. В медицине возможно все. Дальше. Увеличенные лимфатические узлы также следует дифференцировать с другой инфекцией, с инфекцией местного воспаления, расположенного рядом с увеличенными узлами, неинфекционной лимфаденопатией, лимфомой и также другими новообразованиями. Мононуклеозоподобный синдром. Также надо диагностику с ним проводить. Это состояние, при котором заболевание клинически похоже на мононуклеоз, но не вызвано этим же вирусом. Синдром, подобный мононуклеозу, может быть вызван вирусом также краснухи, цитомегаловирусом, токсоплазмой у кошек, ВИЧ. На ранней стадии заражения чаще люди, которые вступают в контакт с больным человеком или практикуют рискованное сексуальное поведение, например, незащищенный секс. Эти причины следует учитывать беременным женщинам. Вирус Эпштейна-Барра не вредит плоду, но вирус краснухи, ВИЧ и токсоплазма могут быть очень опасными для будущего ребенка. В случае сомнений проводить серологические тесты, то есть антитела. Подтверждение краснухи, СПИДа или токсоплазмоза требует другого лечения, чем мононуклеоз, противовирусное, противопротозойное и так далее. Сколько дней лечится мононуклеоз, спросите? Не менее 7-10. Увеличение селезенки может сохраняться до 3 недель. Заложенность носа и увеличение лимфоузлов могут сохраняться не более длительно. Заболевание обычно не требует специального лечения. Симптомы проходят сами по себе в течение 2-3 недель. Для облегчения симптомов заболевания используют противовирусные препараты, например, как цикловир, цикловир и так далее, хотя они также малоэффективны. Антибиотики неэффективны вообще, так как мононуклеоз — это вирусное заболевание. Антибиотики против вирусов не работают. Их назначают только при присоединении вторичной бактериальной инфекции. Стероиды используются в исключительных, сложных случаях, например, затруднительное дыхание, массивная сыпь, гепатит. Обычно они используются в течение нескольких дней. Мои рекомендации и общая информация для пациентов с мононуклеозом следующая. Еще раз, заболевание проходит само по себе, но это может занять около 2-3 недель. Терпение нужно. Симптом, который часто сохраняется даже дольше, до 6 месяцев, это усталость. Не лежите в постели, старайтесь вести более активный образ жизни, например, легкая домашняя работа не противопоказана. Постельный режим не сокращает продолжительность болезни, но способствует более длительному снижению симптомов и утомляемости. Самый высокий риск — это разрыв селезенки на 2-3 неделе. Риск значительно снижается после 4-й недели болезни. В течение 4-6 недель следует избегать любых видов спорта, контактирующих с столкновениями, например, футбол, борьба и так далее. Пополняйте запасы жидкости, вода, несладкие соки, травяные чаи, чтобы не терять силы. Предотвращайте обезвоживание и, как следствие, усталость и головные боли. Вы можете принимать также жаропонижающие и обезболивающие до 7 дней. Ибупрофен, парацетамол лучше переносится. Аспирин имеет больше побочных эффектов, и он противопоказан до 16 лет детям. Также, что еще можно?
Антибиотики работают плохо, я вам сказала, они практически не действуют на вирус, и их не нужно здесь. Местное облегчение можно получить полосканием горла после еды. Можно тот же аспирин, таблеточку, растворить в 2/3 стакана воды, но помните, противопоказано детям до 16 лет. Также можно полоскать это соль и сода, да, шалфей. Также можно употреблять напитки, но не газированные, алкогольные напитки противопоказаны категорически, так как идет нагрузка на печень. Для облегчения работы печени при мононуклеозе рекомендована щадящая диета, к тому же ограничиваются жирные, тяжелые блюда, исключаются сливочное масло, копчености, колбасные изделия, грибы, маринады, бобовые, газированные напитки, повторюсь. Возвращайтесь в школу, на работу, как только силы позволяют. Долгое нахождение дома способствует переутомлению. Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью при появлении одышки или сильных болей в животе. Желтуха требует лабораторных дообследований. Помните об этом. Профилактика. Избегайте поцелуев и близкого контакта с другими людьми во время болезни. Всегда должно быть индивидуальное полотенце, столовые приборы, посуда. Часто мойте руки с мылом. Это не вредно, наоборот полезно. Болезнь не передается при нормальном повседневном контакте. Изоляция не требуется. Хочу, чтобы вы всегда были здоровы. А информация, надеюсь, была полезна для вас. Остались вопросы? С радостью отвечу на них. Пишите в комментариях. До новых встреч!